дорогие друзья, вы на канале Нави Dota 2, с вами, как всегда, Яна, и сегодня мы поговорим не про Dota 2, а про что-то нечто новое, интересное, необычное, так как вышел патч 7.33, который очень сильно изменил игру, и сегодня вместе с нашими ребятами мы об этих изменениях и поговорим. Вам приятного просмотра, ну, а мы начинаем. Приветик, парни. Привет. Привет. Как ваше настроение? Как дела? Хорошо. Отлично. Отлично тоже у меня. Классно, круто. Мэл, у меня сразу вопрос к тебе. Во влоге мы с тобой говорили про этот патч, и ты говорил, что ты ждешь кардинальных изменений, и что вообще это будет другая игра. Оправдались ли твои ожидания уже по итогу, или ты ждал еще больших изменений? Да, мне кажется, оправдались полностью. Патч прям огромный, много изменений, много всякого. Ну, мне все понравилось. Прям очень классно. Патч вышел в ночь с 20 на 21 апреля. Сели ли вы сразу тестить этот патч, или вы такие, я утром проснусь на свежую голову, посмотрю, что там КБН сделал? Ну, я лично сразу. Я как только он вышел, я сидел где-то 6 часов, изучал его прям до утра. Я прям потом, я прям умирал, я просто сидел, но я хотел изучить его полностью. Не настолько было плохо, но я все равно читал. Я сначала у кого-то на стриме посидел полчасика, часик, посмотрел, как обзор идет. Потом я понял, что не, я лучше утром посмотрю, там очень много всего. Я спал. Я тоже спал. Я спал. На завтра на свежую голову читал. А я тоже спать пошел. Такие вот дотеры. Ясно, И не торопясь на следующий день. Дисциплина, видишь, как мы просто не руиним себе этот режим. Все правильно. Все должно быть по графику. Какие у вас были самые первые впечатления, когда вы утром уже проснулись и такие, господи, что происходит, сколько изменений? Рошан теперь ходит по карте, что? Патч прикольный, на самом деле. Очень много появилось изменений. Первые ощущения были такие, что много разных вещей теперь можно делать. В эти телепорты летать с саппортом. Одному прилететь в сложную линию, потом вместе улететь обоими в легкую линию, снова там увидеть. То, что играть ночью под Рошана в топ, если префайлить заранее Daytime, сразу в бот идти, там вардиться, все такое. Короче, очень много стратегий можно придумать прикольных. На самом деле, патч, мне кажется, слишком большой. Лотусы, по большей части, бесполезны. Кроме того, что они на линии помогают. Эти кемпы, которые они просто так понаставили, сколько там, 12 дополнительных кемпов. Из них качаются только, не знаю, 2, наверное. Это которые эншенты. А остальные просто все время стоят, их никто даже не трогает. Но ты можешь в безопасную зону отходить фармить теперь, вместо того, чтобы лес... Не, я понимаю. Ну, может быть, в будущем это больше приспособления найдется. А пока что я вижу, что эти компы вообще никто не качает. То есть у тебя такое неоднозначное впечатление о патче? Да, ну я думаю, слишком много всего. Хорошо, тогда давайте пройдемся по этим изменениям. Первое, самое весомое изменение — это карта. Карта теперь стала на 40% больше, хотя количество сентри на карте не изменилось. Говорит ли это о том, что теперь герои с инвизом будут более популярны, или для компетитива в принципе ничего не изменится? Не, герои с инвизом будут более популярны. И гем будет более актуален в том плане, что сейчас не так легко будет опсы находить. Нужно будет либо героя выделять, которые могут безопасно этот гем носить, либо в принципе его частенько при захвате преимущества чуть раньше покупать, чем обычно, и более сейвово играть пятерки. Наверное, вот так будет происходить в игре. Ну, я много игр уже сыграл в этом патче. Но пока первые игры были такие, что в основном все по сайдам играют. Там не сложно было варды находить или самим вардить хорошо, потому что там всего 2 клифа, по-моему. Ну да, короче, клиф, вот эти вот клифы на сайдах и просто лес, и все. А больше нигде варды не чекаешь, не знаю, может там были варды, но я особо не морочился, куда сентри ставить. Где играли, там и девардил. И нормально получается пока. Кстати, как вы думаете, станут ли более популярные герои-иллюзионисты, которые теперь станут еще быстрее фармиться? Там тоже Нагу или Фантом Лансер сейчас, намного сложнее словить. Уже стали Фантом Лансер, как имба какая-то. Алхимик тоже, наверное, имбовый. И ТБ тоже. Не знаю, Фантом Лансер уже достал в паблике. Его сложно выиграть. По ощущениям, что сейчас просто намного больше кемпов, сейчас отобрать кач, гораздо тяжелее у той же Наги. Она может всегда прийти, например, ты мог раньше у нее лес отобрать просто, например, и она будет меньше набирать. Ну, то есть, как-то можно ее задавить, там, сейф-линию свою задефать, и у нее карте будет тяжело. А сейчас вообще, она может пойти, просто сейф-кемпы идти фармить, и она все равно наберет. Ну, это прикольно. У Фантом Лансер первый же день патча винрейт вырос на 12%. Так что, мне кажется, теперь герой точно имба и попадет в мету. Кстати, что вы думаете по поводу его нового Аганим Шарта? Прикольно, теперь дурачков можно дурить. Он в инвиз уходит, да, по-моему?
Да. Ну, старый Доппельгангер, да. Кстати, самое крутое, что вернули, знаете, в этом патче, это брошка нейтральная, которая тебе дает мув спид. И ман. Шмотка на минус армор еще, Лойс. Это на леге покупаешь и поехал на ред. Я, кстати, сегодня играл, я, кстати, не знал, что брать на Рики 4. Я вчера, короче, не знал, что шарт поменяли, оказывается, ему. Я купил шарт, а он просто... У меня нет, тут тучку апает просто. У Рики, Но кстати, это опять шарт имба. Это офигенный шарт, да, там не можешь засейвить в тучке, ни форсу, ни героя, ни крест ему дать, ничего. Не работает. Я вчера тоже играл на Рике Коровом. Я, короче, Вайда убивал их керри. Я там дазлы погнать, суппорты сзади стоят, смотрят. А я убиваю Вайда, шардовую тучку даю. И дазлы погнать просто притык подбегает, Войд умирает и типает дазла. Он же не может таргет выбрать, да? Да. Капец, я там угорал. Тут 2-3 раза было, и дазл ливнул. Это же реально имба сейчас. Считай, у тебя нету сейва никакого, ни форса, ничего не сработает. Если тучу кинул, можно прям в тучу убить героя сразу. Возможно, он даже еще интереснее, чем прошлый шарт. Также появился новый класс универсальных героев, который усиливается практически от любого предмета. Что думаете по поводу этого класса? Не кажется ли вам, что герои могут быть либо очень сильными, либо очень слабыми, в зависимости от баланса? Я до сих пор не понял, что с этими героями. Мне кажется, универсальные герои сейчас очень слабы, потому что за статы они получают всего лишь дэмэдж. И, в принципе, все. И при этом им почти всем порезали прирост статов. Кроме некоторых героев типа Чена и Брюмастера, и у них из-за этого хорошие винрейты. А остальным героям, которые в классе универсальных, я думаю, им дэмэдж не нужен. Да и шмоток нет хороших, чтобы на них собирать, которые дают все статы. Типа скади сразу не купишь, а другие шмотки, не знаю. Мало статов дают. Я думаю, Балбам бы не помешало шмотку добавить, которые дают все статы. И которую можно купить в начале. Это как задел будущее больше. Они типа что-то интересное придумали, но до конца еще не довели. Вот правильный посыл был у Армана, что просто не хватает каких-то шмоток, которые будут, ну как Скади там давать какие-то все статы. Скади это более поздняя шмотка, а ранее нету. Ну, Атос, не знаю, с чего там сейчас Атос также собирается, я не читал. Не так же, с этих. Да, с 2 корон собирается. Ну, это почти единственная шмотка, которую можно купить. Там другие шмотки это типа Вейл. Они такие ситуационные, но они так много статов не дают. Еще есть что? Солар, который дает по 6 статов, но он тоже дорогой за свои статы. И Метеорхаммер. Метеорхаммер, он ситуативный. Что скажете про новую механику БКБ? Не кажется ли вам, что теперь этот предмет стал практически бесполезным, учитывая ряд новых предметов в игре? Или все-таки в компетитиве будут продолжать на некоторых героях его покупать? Ну, мне кажется, что вот я смотрел сегодня игры, и там просто, например, Энигма кастует БКБ Black Hole, и просто любой герой с станом, типа, просто сбивает ей. Ну, типа, я удивился, это типа баг, или так должно быть? Что, типа, сбивают Black Hole? Типа, а зачем Энигма тогда нужна? Типа, что просто ауры покупать? Ну, как-то для меня это очень странно, как БКБ работает. А кто ее сбил? Ну, просто Раста подошла, Шекл нажала и сбила. Это с По-моему, Шеклом какой-то баг там, по-моему. По-моему, сейчас так не работает. Там, Сейчас Не баг? там стан Щас- Леона тоже сбивает это, я видел. Я видел, что просто много разных станов сбивала, типа, вот Black Hole. Ну, я удивился. Ну, типа, это странно. По-моему, таргетные станы не сбивают Black Hole. Типа телекинеза Рубика или Фаербласта Огра. Эти станы не будут сбивать Black Hole. Но мне кажется, все равно, ну, будут продолжать все покупать, БКБшки эти будут продолжать, просто попозже поймут, как правильно все работает. Возможно, сейчас не будут их брать, но потом все вернется на круги своя, и все будут рейтить БКБ. Пошли по тому пути, чтобы как-то убрать неуязвимость вот эту с БКБ, которая была уже, сколько, 10 лет. Постоянно пытались фиксить это БКБ, где-то бабки на него поднимать, где-то длительность менять. Но по сути оно плюс-минус таковым и оставалось. Если на героя на кэри нападают, ты жмешь БКБ, ты типа неуязвимый, и у тебя есть время на то, чтобы что-то сделать. Если там нет каких-то заклинаний, которые пробивают это все дело. Из-за этого изменения немножко рейд героев, которые пробивают БКБ, поменяется. Немножко... Ну, в целом ситуация, короче, изменится. Это хорошее изменение. Окей, еще одним весомым изменением стал Рошан.
Его место жительства немножечко изменилось, убрали из реки его логово, и теперь он прогуливается по карте, проходя через порталы, которые тоже появились на карте. Не кажется ли вам, что теперь Рошана в большей степени, в большинстве случаев, выгоднее убивать на стороне света? Нет, это не так. Я думаю, если Рошан с верхней стороны, то его выгоднее убивать в стороне Дайр, а если Рошан снизу, то его выгоднее убивать Рейдиантом, потому что сверху у Дайров свой аванпост, у Рейдиантов снизу свой аванпост, и Рейдианты могут тэпаться вниз, Дайры могут тэпаться вверх. Ну, стороны стали баланснее, потому что это не как в прошлом патче было, то что Рейдиантам удобнее Рошана забирать. Но мне все равно кажется, что у Radiant в этом патче все равно немножко преимущества есть. Потому что у тебя аванпост снизу у Radiant, а по 20-ю минуту как раз этот тайминг, когда у тебя появляются те шмотки и уровни на героях, когда ты можешь пойти этого Рошана забрать. И, ну вот, по такой логике, типа, 20-я минута, день, Рошан снизу, аванпост Radiant снизу, типа, у них небольшое преимущество. Вот у меня такая логика была. Но это роляет только на первого Рошана. Так, больше экшена стало и больше событий будет разных, драк, потому что ты можешь забрать, неважно на какой стороне Рошана, нажать пятером смог, и ты уже в другой части карты ровно и можешь в спину, в лес забегать янами. Если вдруг там никто не дефает, ты знаешь, что они там, ну, интереснее будет точно. На карте появились еще одна новинка, это крипы-терзатели. Не кажется ли вам, что усилия, которые вы затрачиваете на то, чтобы их убить, не соответствуют награде, которую вы за это получаете? Тем более, Аганим Шарду, он дается рандомно игрокам, и не на всех героях он одинаково хорош. Вообще, на самом деле, это прикольно, потому что он дается по большей части саппортом, сколько игр я сыграл, у меня всегда шарт падал, и пятерки падал шарт, это круто. Ну и мы забирали его не так долго, то есть там втроем можешь прийти, можно втроем забрать, и при этом урон тебе не так сильно будет отдавать обратно. Неэффективно идти в этот бесполезный участок. Ну да, единственное... Чтобы в пятером собраться, лучше уж какой-то там с 15 начать и как-то на их, типа, на мини-босса опс какой-то поставить и смог нажать на их. Ну, типа... Они же плюм плохо пэшные будут, когда убивает. И они в пятером, не факт, что пятером будут. Скорее всего, 2 кора и 1 сап. Их троих можно быстро пикофнуть по 20. Ну, как плей, как будто для меня. А не для как... А если мы делаем, типа, а если... у нас больше пик, не хочется время тратить на этот шарт бесполезно. И то это саппортом дадут, которые, типа... Один из них может быть бесполезный вообще шарт. Ну, мне кажется, если шарды выдавали бы точечно, было бы намного лучше, мне кажется. Что можно было давать кому-то шарт, это было намного лучше. А когда рандомно, там какой-то пятерки, там, не знаю, ну это реально такое себе. Время тратить на коре, чтобы помочь убить этот терзатель. Надо, короче, Шигец Урсу давать. И когда убиваем, он вещи все сломает, ему даст шарт. И он опять пойдет БФ качать. Это больше для паблика прикольное изменение. Просто в компетке, мне кажется, за такое наказывать будут. Тут в этом плане я согласен с Маликом, что ты много ресурсов на это тратишь. Вот, но, по сути, выгоды в этом... И если правильно команда соперника сыграет в этот момент, не будет терять время, то они намного больше получат с того, что там где-то карту расфармят, где-то, может, какой-то другой объектив заберут, чем ты стакаешься. Так-то еще от керри, если честно, зависит. Если это Нага, ТБ, ПЛ, они в соло убивают, потому что между иллюзиями спрейдится урон. А так, если там у Сапа хороший урон и керри, типа такой жирничий, они вдвоем могут быстро убить и забрать, никого не стягивать своих тиммейтов. Угу. Что скажете про нейтральных крипов? Сейчас они стали немножечко сильнее, плюс их сила увеличивается на протяжении игры. Увидим ли мы теперь чаще халбов доминатор на картах или нет? Нет, зато чаще люди будут видеть Чена и Инчу. Да. Потому что нейтральных крипов больше стало. Доминатор, он дороже стал, его сейчас, я думаю, вообще никто не будет покупать, кроме Ликана. Нейтральные крипы, Чен Инча, плюс еще то, что ауры все же очень сильные остались. Фикс БКБ. Фикс БКБ, вот то, о чем мы говорили, это плюс в копилочку аур. Они все еще по-прежнему сильны, и вкупе это, короче, совокупностью дает то, что больше чен будет появляться, больше инча. Ну и, да, нейтральные крипы. Это хороший баф. Прикольное изменение то, что если чена, допустим, затрагивать, то, что ему бабки теперь дают, если ты крипа нейтрального переманиваешь. Раньше ты как-то несправедливость чувствовал, что ты как-то крипа забираешь и ничего за это не получаешь, только там
получаешь только то, что зачищаешь с кемпа. Это как-то несправедливо было. А сейчас окей. Тогда переходим к героям. Мне кажется, что этот патч не затронул только Урсу и Фантом Ассасин. Если я ошибаюсь, поправьте меня. А остальных героев его немножечко понерфил, кого-то бафнул. Мы обсуждали уже Фантом Лансер, что у нее винрейт вырос. Что вы думаете по поводу улучшенного Веномансера? Насколько сейчас этот герой силен? Ну, веник прикольный, то что эти все кемпы, которые сверху и снизу стоят, ну, можно побольше контролить карту, понаставить вардов, типа, карта больше стала, а вардами ты информацию даешь очень много. И всегда можно очень большую территорию играть и качать еще при этом. В этом плане, да, типа, прикольный. А что скажете про переработанную Медузу? Есть ли у этого героя потенциал для оффлейна? Я думаю, то, что сподвигло их на это то, что они агру сделали 0 интеллекта, и у них в доте оказалось то, что у них у Тини 0 агилы, у агра 0 интеллекта, и они решили сделать просто героя, у которого будет 0 силы. И по приколу решили этим героем Медузу выбрать. Равенство, да? Равенство. Мне кажется, зря они это сделали у Медузы еще. Винрейт очень сильно упал из-за этого. Это попытка поэкспериментировать, сделать что-то новое. Так как вот с уникальными, или как там универсальные герои, как он правильно называется. Вот то же самое с Дузой, только ну, они не учли того, что слишком много контры пока что есть у такой задумки от них. Ну, мне кажется, такая история, когда ты в одном патче ты нерфишь героя, через какое-то время, через пару патчей ты понимаешь, что винрейт стремится вниз, и ты такой, надо ее бафнуть, ее бафуют, там попадает снова в мету. Ну, такой круговорот героев в доте. Так обычно происходит, мне кажется. А что вы думаете по поводу Никс Ассасин? Как вам изменение этого героя? Это какая-то имба, я не знаю, у меня в паблике я попадался против Никса, я был на Панглере 3000 хп, и он меня просто убивал просто в соло. Я просто не понимал, как это работает. Мне кажется, я точно не понял, это из-за шарда или из-за вот нового моноберна, но он меня просто убивал в соло. Никс обычный. Ну, то есть, не знаю, какой-то сильный герой по ощущениям. Вот кого, по вашему мнению, этот патч затронул больше всего из героев? Мипа какого-нибудь, наверное. Слушай, И Клинза. Там много было, там, так не скажешь. Давайте Там самое же весомое. Клинза. Аркварден, мне кажется, Аркварден там вообще какое-то сумасшествие. Я просто видел, что за разные стороны у тебя по-разному способности работают. Это как-то вообще абсурдно. Ну, я не понял, ну, мне кажется, это как-то очень интересно. Я еще не видел, как это работает в действии, потому что никто вообще им не играл, но выглядит очень прикольно. Вот тебе задание, как медиа разобраться с этим вопросом. Да, Аркварденом очень круто играет. Бруду, если честно, убили. И убили бесполезного Разора, и так, который бесполезный был. Он вообще мега в тильте. Ну, Бруду еще с прошлого патча, мне кажется, убивают. И вот как раз этим патчем ее добили. Да, там вообще не особо удобно играть. Еще карта больше стала. Не можешь на бруде так быстро территорию захватывать, там зонить, а тут керри может просто в нижний лес уйти, и ты не можешь много сеток тратить из-за того, что за погоней. Ну да, ты ограничен в сетках, а карта слишком большая стала. Зевса, если честно, неприятно, что убрали этот статик филд, да? Или как его? Ну, у него на первом спеле, у него первый спел в Малик сейчас теперь просто таких. Да, там прикол в том, что ульта же, ультой же там, ну да, урона, там, типа, кайфово было. А тут убрали, и, я думаю, мало урона у него. ЛД еще ослабили на лейнинге, я думаю. У него урона очень мало стало. Вокера чуть так понерфили, этот, с метеором. 20-й это самый лучший талант был в игре, который дэмэдж дает метеору. А сейчас нет, у него 0 дэмэджа, Вокер. Еще тут спел новую единицу, если взять под вином и под гранату, вот эту, которая за 50 монет. Ну, короче, можно на линии придумать много приколов. Мне кажется, алхимиком. Вот это еще одна имба патч, это граната. Да, да. Вначале. Она прям очень прикольная. Там суппорты покупают и просто приходите в мид, гранату кидают, убивают тебя. Ну, для меня это было удивление прям. Какие еще другие глобальные изменения в этом патче вам понравились? Ну, мы еще не упомянули варды вот эти, которые стоят в карте, там, типа, вот эти, которые ты можешь захватывать. Ну да, то есть они не настолько, типа, ну, они нормально вижен дают, если так задуматься. Ты 10 секунд захватываешь, они тебе еще вижен дают, но мне кажется, это прикольно. То есть не сказать, что это глобально как-то что-то сильно решает, но просто как вот такое дополнение прикольно. Бесполезные просто там за секунду их захватываешь. Ты один забрал, энеми подошел, забрал, и он пропал просто. Я не успеваю, если что, когда на карте увидеть, кто перехватывает и т.д.
Ну тогда это не видишь, ну просто типа та же инфа на карте, что чел перехватывает, и ты просто это видишь. То есть это личная информация, но мне кажется, это прикольно все равно в доте. А мне кажется, их не добафали как раз. Они ввели их, там нужно чуть больше вижена им давать. Они прям очень мало видят. Ну, как мне кажется. Не, они прикольно видят. Их Не, ну много, они тем нормально более, если на видят, карте. они нормально видят. Ну типа, не супер много, но в принципе, ну приемлемо, я бы сказал. Ну, просто И чтобы... было прикольно, если бы сделали, что типа они давали помимо вот апсов, ну, с энтри, типа, то есть ты мог невидимых героев бы этих в апсах видеть. Мне кажется, это было бы сильно. Что ты захватил территорию и типа видишь невидимых существ. Ну, то есть это Ну. точно было бы сильно. В центре, ну да. Кстати, могут в каких-то будущих патчах МБ даже добавить, если увидят, Тип- что инвизеры сильно рейд. Ну еще из такого глобального, типа Dust. Мне нравится, как работает сейчас. Дасты Да. бафнули. На ОЕ просто стоит. И баф кайфовый. Худ еще что удалили. Такой неприятный для флейнеров. Как промежуточный айтем, там мне нравился худ на многих героях. Респакт удалили. Еще с Загером что сделали, мне нравится. А, Сейчас кстати, да, Тинкер- тоже хотел Сейчас спросить. Тинкер не может реармаут делать. Это вообще по кайфу. Это правда, это правда. Это очень сильно. А то капец там в невозможных ситуациях Блинкова делает. И, ребята, вот если нужно было бы выделить одно самое крутое изменение в этом патче и самое плохое, по вашему мнению, что бы вы сказали? Ранкет. Мы, кстати, ранкет вообще не упомянули. Мне кажется, ранкет это вообще, ну, прикольно сделали. То, что вот ты можешь именно драфтить себе, ну, себе вот игроков. Ну, для меня это очень сильно. Я вот все Это м- прикольно. рейтинги выиграл вообще, все пабы выиграл, потому что я пикал тех игроков, с кем я хочу. То есть токсиков не пикал всех позитивных ребят и просто все пабы выиграл. Ну, то есть Вот как это мне кажется, работает. супер Токсиков топово. не пикал только позитивных, мы победили. Все хорошо. Так, дочлист, вот если дочлист еще пофиксят, просто вот сделают, что в ранке где дочлист будет работать, что ты не можешь взять этого игрока, кто тебя задожил, или там, вот, чтобы не попадались вместе, как-то будет вообще топово. Не Но знаю, это, я вот думаю, Ранкет мне не понравился. Я вчера капитаном был, пикал игроков. И оказалось, что у врагов 3 мэн-пати и 3D чел, я пикнул его, а там двое. И чел у меня мид пошел и начал руинить просто. И все. не, ну это на этом единичный закончится. случай. Ну, плохое, мне не понравились только вот эти варды непонятные, ну, типа дополнительные, которые мини-вижн дают. Мне кажется, их впадлу захватывать будет. Всегда. А хорошее? Что больше всего Хороших понравилось? нету. Хорошего нет. Хорошего нету. Вообще нет. Только все Так плохое. хорошего, я могу сказать. Хорошее все остальное хорошее, но патч норм. Мгм. Урсу не тронули, хорошие. А Урса, кстати, винрейт минус 10%. Урса сейчас не играется почему-то. Макс, а вот по Знает. 10-бальной шкале от 1 до 10 оцени, пожалуйста, этот патч. 9,5. А чего не хватило до 10? А я не ставлю 10. То есть это, в принципе, самая высокая оценка у тебя. Да. Мгм. То есть Valve справились на ура. Всегда может быть лучше. 10 из 10 лично для меня. Передаю эстафету тренеру Свардарту, чтобы он дальше отвечал. Так, ну мне больше всего понравилось, наверное, изменение с телепортами. То, что это сейчас во многом изменит макроигру. И команды не будут дефолтно одни и те же вещи делать, по типу, как раньше, там, Т1 вышку постоянно дефили и т.д. Плюс это очень хороший опционал открывает суппортом. Будут умные суппорты, скажем так, побеждать в эту игру. Кто более универсальные, кто что-то любит придумывать и так далее. Из того, что понравилось еще, наверное, ну вот это матчмейкинг, то, что мы обсуждали, вернулись к тому, что было 10 лет назад на лигах, то, как люди выбирали игроков себе в лобби игроки. Во второй доте это впервые, такого еще не было. Это прикольно, как мне кажется. Да, это будут как-то со временем бузить, но overall это прикольно. Не понравилось больше всего... Мне кажется, чересчур большую карту сделали. Вот это немножко не понравилось, лично мне. Я бы дал оценку 9, наверное, из 10, а 1 забрал бы только потому, что этот патч выкатывали, сколько, года 3 мы его ждали, или сколько, я не знаю. Ну, вот эти все мини-патчи, это не то. Хочется, чтобы такой глобальный патч был просто намного чаще. Это только поэтому я снимаю. А так, я не беру вообще никакие косяки там по типу того, что с Дузой там сделали клинкза слишком слабым. Это все чушь, которая, если патчи не делать, если чего-то не пробовать, ну, ничего не изменится. Просто должны чаще их делать, и все. Да, я думаю, плохое, что этот какой-то универсальный герой там вышли из ниоткуда. И с хорошего из этого. Когда копаешь этот с этого, тирать шмоткой. Теперь кобольда можно не бить и время не тратить. Ставлю 6,9. 6.9.
Ну, у меня никаких явных минусов нету, чтобы что-то говорить. Мне, в принципе, все понравилось. Очень круто освежили игру. Ставлю 9 и 9. Почему 0-1 ты вот не поставил? Абсолютное число никогда не ставится. Это 9,99, как в магазине по акции. Маркетинговый ход. Чтобы не расслаблялись. Я хотел еще добавить, Верно. мы, кстати, не упомянули вообще про то, что можно сейчас нейтральные предметы себе выбирать, ну, купонами вот О, этими. То есть я это про это прикольно. Жетончиками. Да, что ты можешь просто жетонами выбрать себе любой предмет, вот, ну, это прикольно. То есть не рандом, типа, чтобы в пабе у тебя кто-то украдет шмотку, а можешь выбрать. Ну, конечно, там не все шмотки, там получается какой-то... Сколько, 6 шмоток ты можешь выбрать из 6? Да, в Да, целом это- добавили прикольные шмотки. Ну да, да. Короче, мне понравилось больше всего то, что можно шмотки наконец-то выбирать из нейтральных. Это да. Я думаю, это лучшее изменение из этого патча. А то, что мне больше всего не понравилось, я думаю, слишком много изменений этот патч сделал. Настолько много, что ты сидишь как будто в другую игру играешь, а не в доту. То есть, нужно больше времени уделить тому, чтобы привыкнуть к этой карте, к этим всем, не знаю, микровардикам, которые стоят, к новым объективам. Мне это не особо понравилось. Патчу я бы поставил, 5 из 10. Половина понравилась, половина нет. 5 из 10. Я думаю, что наш монтажер где-то выведет средний балл, почитает, какой мы поставили этому патчу. И, как правильно ты сказал, Дота уже не будет прежней, это уже новая игра, поэтому все те, кто когда-то играл и пытался найти какой-то повод, чтобы вернуться в Доту, сейчас самое хорошее время для того, чтобы возвращаться в эту прекрасную мобу. Ребята, вам огромное спасибо за то, что поделились своими эмоциями, и удачи вам на предстоящих турнирах. Спасибо, пока-пока. Спасибо. Пока. Друзья, вам огромное спасибо за то, что посмотрели это видео. Надеюсь, оно вам понравилось. Ставьте нам побольше лайка, подписывайтесь на канал, чтобы ничего не забыть. Ну и, конечно же, всегда поддерживайте наших ребят на всех официальных трансляциях. А с вами был канал Нави Дота 2. До скорой встречи. Пока-пока.